Жасминка, она, Евгения Николаевна расскажет, с картошкой сгнилой во рту бежала. Настолько голодная была. С Мариуполя она, с адреса. Это их разводили там. Да, я вижу, породистая, да? Да. И заводчица на Украину уехала, оставила животных там. Больше там 30 животных, что ли, погибло. И вот они пить хотели, и там дом такой богатый, бассейн. И они бассейн-то падали за водой. А назад-то не выберутся, вот там штук 25 их там было в бассейне утоплено. Мы находимся в Донецке, в центре спасения кошек, называется Кошкин дом. Но здесь не только кошки, здесь есть и кролики, и собаки, и другие животные. Но больше всего кошек. Проект занимается вывозом животных в зоны СВО, зона боев непосредственно. С руководителем Михайловой Евгенией Николаевной. И к нашим коллективам занимаемся вывозом. Дальнейшее, в отличие от помощи людям, то есть не просто вывез животных и раздал. Дальше они приезжают в приют, где есть штат ветврачей, которые занимаются дальнейшим лечением, прививаются от всех видов болезней, на которые только можно, там, чумка и бешенство и так далее. И дальше уже пристраиваются животные. Счет начался уже где-то после 3000. Сейчас уже за 2000 перевалено. То есть суммарно спасено и пристроено больше 5000 животных. У нас операционные ребята оперируют. Инструмент весь. Переломы собирает. По-всякому. Вот животные тоже со спицами на эпоксидке. 2 лапы задние сломаны. Вывозим больных животных. Есть много людей, которые, туда гражданских не пускают, которые присылали фотографии, адреса, где животные. Вот в Коренево кошка пробыла, не помню имя, кошка пробыла 48 дней в закрытом доме. Да, нам дали ключи, мы заскочили, дом открыли, нашли кошку. В каком же она состоянии была, я представляю? Лежала на диване, спокойно в руки далась. Вот. Еще были двое животных у женщины, у нее дочь медик умерла, не знаю чего. И вот кошке это все, что осталось. Тоже ни ключей, ничего не это, тихонечко. Дом был открыт, там мародерство и так далее. Зашли в дом, двери позакрывали, нету. Начали мебель двигать, они из-под дивана как выскочили из-за шкафа. Вот их двоих из-за шкафа вытаскивали, передали женщине. На улице ловили, люди узнавали животных, забирали. Вот, кто боится ехать, там действительно дороги все засыпаны машинами, гражданскими, военными, сожженными. Вот. Потому что бежали и шло наступление украинское, и дронами сжигалось все, что движется. Вот, от мопеда до КамАЗа. Вот, и вот, соответственно, где-то между вот этим вот дрон-детектор кричит, вещает, что где-то дроны. Причем это бывает вполне внезапно. Устраиваются засады, дроны сажаются возле дороги с выключенными пропеллерами и включенным видео. И смотрят, как едет машина. Вот. При приближении дрон подрывается и взлетает и детонирует в технику. То есть тоже вот эти вещи там достаточно опасные. И уже на скорости, виляя, уходишь куда-то в посадку, в здание там, и так далее. Вот. Был случай, уж не знаю насколько, налет был дронов, увидели, видимо, переноски. Вон стоят. Ярко отображают синее дно. И как-то резко, либо приоритетнее цель выбрал, я не знаю, резко дрон отпетлял от нас, куда-то там бахнул в стороне. Может, и по ту сторону есть там любители животных, и также, которые понимают, что это такое. Что такое переноска, знают визуальных и так далее. Корма меценаты подкидывают в разных объемах. Бывает, люди присылают на пункты выдачи по-разному. Тут все вот так самосборно. 2 раза в день кормятся, убираются. А матушка Анисия с монастыря, она ходит, кормит этих котов. Вот, мы завозим корма, она ходит, подкармливает. Село разбито, монастырь разбит, они там вот живут. И по селу ходит, по точкам кормит животных. И вот мы приезжаем, она показывает, где животные, садится в машину, едем. Собираем котов этих,
А сейчас в связи с тем, что тепло и фронт ушел дальше, монастырь планирует восстанавливать, времени, соответственно, меньше заниматься этим. Ну и поехали, вот забрали больше 20 котов оттуда. Нашли дом, она нашла, показала табличку, я принесу, заснимите. Где морпехи со 155-й бригады морской пехоты написали обращение к последующим гостям дома, что в этом доме у них был лазарет, и привозили раненых, и вот у них там коты к людям, они шкучкуются, есть приходят, коты обученные, ласковые, в туалет на улицу, ну там на доске написано, в туалет привыкли на улицу ходить, и вот попросили за ними присмотреть, приследить, потому что нету возможности, они снялись 28 декабря, они с 23 года снялись и уехали оттуда, и возможности забрать их не было. Вот, так как это медики, то постоянно ты с собой таскаешь кучу медикаментов и прочего. Вот, все забито, как правило. Лишнего не будет, много тоже. Как правило, всегда мало, к сожалению. И котов оставили. Мы вот их нашли дом. И кого-то вывезли больных, здоровых оставили, покормили. Это с Никольского коты. Прибывшие животные, они вот сюда приходят. Но впоследствии тоже будем вывозить, лечить, стерилизовать. Вот эту вот кошечку, она уже голову поднимает, принесли ребята с Макеевки, нашли в гаражах где-то. Она голову даже не могла держать, обессилена была. Вот, есть видео, где она уже встала на лапы, но у нее разбалансировка, не может стоять нормально. Ну, слабая, где-то порядка 2 месяцев она не ела нормально. И вот ее специальными паштетами, вон баночка слева в корзинке, вот, ее откармливают и приводят в порядок. Тут уже на нее есть так называемые эти, кто ее хотел бы забрать. Больше 200. Это все кошки или собаки тоже? Вот ездили позавчера в Максимiliaновку, это под Курахово, и забрали собачку. До этого туда заезжали и увидели собачку, но она в руки не далась. Очень дружелюбная, очень ласковая, но боится как бы. В руки не далась, приобрели собаколовку, она вот в коридоре стоит. Вот, стоит, конечно, там 13 тысяч, но принцип как у котоловки, там еду насыпаешь, она туда заходит и на педальку нажимает, клетка воротина закрывается. Поймали, привезли, вот он потихонечку отходит. Поликов тоже кто-то передал, но это до меня. Есть лабораторные крысы, 2 шиншиллы, по-моему, и зайца, это с Оренбурга привезли с наводнения. Есть персонал, а есть вот из числа волонтеров. Приходит Всероссийский спасательный корпус, по-моему, называется. ВСКС называется, вот оттуда ребята с Донецка очень сильно помогают, за что им спасибо. У нас вот «Газель» едет в Москву, рейс, в клетках едут коты туда. Это кто-то их забирает, да? Да, с Москвы уже поездами, то есть принцип какой? Если человек хочет животное, чтобы доказать серьезность намерений, человек покупает билет на поезд РЖД и переноску. Вот, то есть кота в переноску, билет, отправляем. Все, человек встречает. Если человек на это не способен, соответственно, ну, как бы, платежеспособность и серьезность намерения, она подтверждается этим или несерьезность. Начиная со средств уборки, заканчивая кормами и так далее. Корма же тоже разные, и стоимость их тоже разная. А лекарства же, да, эти прививки? Лекарства, вот шкаф, вот ребят заставил время уделить, разгребсти, вот расфасовали, подписали, что как. Много и предприятий, и люди помогают, людей неравнодушных много. Ну, если там даже на связь та сторона выходит и говорит, что животных кормили, в каждом дворе много животных. А как они выходят на связь? Группа уж не закрытая. Да, и где-то в новостях все равно проходит, что мы были там в Курской области и так далее. Пишут администрации и уже, ну, без агрессии, цель, скажем так, объединенная одна, да, помощь животным. Все. Вот, а люди, как правило, есть везде. Там, ну, города там Курахово, Селидово, Украинск, Горняк, Кураховка. И люди остались с животными, мы несколько раз заезжали, вот корма сколько завозили, все люди разбирали. Причем это происходило
в течение 20 минут полная машина, все. Вот. И не от жадности, а от того, что мы, наверное, занимаемся единственный, не то, что корма развозим, а единственный, кто занимается животными, целенаправленно. То есть есть волонтеры, что людям помогают там, и так далее, которые корма подкидывают все равно, но это объем очень ничтожный. То есть работы нереально много, объемы большие. Фронт двигается, все разрушается, дома, люди бегут, животных оставляют, не потому что не нужны они, а потому что реально ситуация такая, когда все летит, взрывается, там не до документов даже, какие животные. Ну и животные, коты, кошки, они, собаки при шуме, при взрывах, они куда-то боятся, сбегают, прячутся, а потом вылазят. Все равно возвращаются к своим домам. Это им ласки, да, хочется? Конечно, они очень человекоориентированы. Вот мы забирали кота, у него там некроз кости был и так далее, ну вот лечится сейчас. Он 40 минут вез его на мотоцикле стоя, чтобы не трясло по плохой дороге. Да, даже на такие вещи, это с Дальнего Востока боец, на такие вещи способны, чтобы вот котов спасти. Вот, поэтому кто-то отстреливает, кто-то спасает.